Всем добрый вечер. Я хочу подарить вам этот ритуал «Изобильная судьба». И я считаю, что для этого ритуала у каждого человека должен быть свой индивидуальный подход. Те, которые уже давно имеют дело с фортуной, те, которые давно работают с ней, те, которые приобрели ее статую, выделили ей место в доме, собрали ей алтарь, благодарят ее, уже знакомы с ее энергией, уже приносят ей пожертвования, знают, что любит их фортуна, когда она добрее становится, какие явства ей ставить, какие благовония окуривать и прочее, они могут именно учитывая все эти тонкости работы с ней, да, какую энергию, какой контакт они с ней наладили, вот учитывая это все, они могут таким образом с ней работать. Вы можете стелить красный материал, вы можете стелить черный цвет, зеленый цвет, золотистый. Вы можете поставить на стол все свои фортуны. В принципе, у меня еще есть несколько штук, но я предпочла, выбрала самых таких одинакового типа. В центре та самая моя любимая фортуна, первая статуя фортуны и, собственно, та, которая помогает мне и которую я больше других почитаю, и я не хочу ее обидеть. Поэтому я всегда провожу ритуал, если вы заметили, с ней. Я могу менять статуи, но дело в том, что я не хочу обижать ее. Вот она есть, и она должна быть главнее всего. Неважно, может быть, те более яркие, может быть, те более такие богатые и дорогие статуи, но в любом случае я предпочитаю работать с той, которая сильная, которая моя, которая много лет помогает мне верой и правдой, поэтому будьте с ней осторожны. Если она обидится, вы понимаете, что это такое, да? Судьба, она может не только благосклонной быть. И когда вы чувствуете, что вам нужна большая энергия, большой рывок вперед, что вам нужно определиться, что вы хотите найти какой-то определенный, знаете, такой определенный момент, определенные занятие, что вас выведет из кризиса, или у вас все в порядке, вы хотите приумножить или просто поблагодарить ее, чтобы это все держалось на том же уровне, на котором есть, и шло вверх, но никак не на убыль, то проведите этот ритуал. Можете собрать всех фортун и поставить на стол, на алтарь, естественно. Можете провести ритуал только с той фортуной, которая более всего вами любима. Здесь взлет творческой фантазии. Я решила собрать вот такой алтарь. Положите у подножья украшения, окурите благовоние, вот это роза в данный момент, вот это благовоние, кофе ставлю. Здесь находится сандал и внизу гвоздика. Вместе перемешаю сейчас и создам такой необычный жертвенник фортуне. Секунду, пока вот так вниз спущу. Я взяла водку для того, чтобы поддерживать огонь. Это сухой спирт. Вы можете взять, скажем, уголь, если вам так удобнее работать. Но в любом случае это создать такой необычный алтарь. Естественно, чем больше творчески вы относитесь к этому, тем больше отдачи от нее. Вот видите, вот это вот гвоздика и сандал. Можно и кофе сюда добавить. Будет необычный запах, очень пряный и приятный. Вы
задабривайте свою судьбу. Время от времени вы можете ей просто служить, просто благодарить. Не обязательно что-то просить постоянную силу. Иногда просто силой нужно благодарить. И они это ценят, понимаете? Они взамен могут дать еще больше вам в этой жизни. Потому что вы не забывайте о них. И вы не идете к ним только тогда, когда вам что-либо от них нужно. Вы иногда просто благодарите. Очень необычный запах. Сейчас зажгу еще раз. Ну вот, в принципе, горит. Для чего эти благовония испокон веков имели место быть, и даже новые религии, которые пришли взамен после языческих, архаических религий, они тоже практикуют вот это окуривание благовоний. То же самое ладан был и до христианское время, намного древнее, да, бахур и прочее, прочее. Для чего это? Я уже объясняла, что силы питаются энергией, пищей и запахами. То есть они физически не едят, но они питаются, усиливаются энергиями, поскольку еда – это носитель определенных энергий. Энергии земли, энергии цветов. Это живые энергии, это биологические, да, частицы. Поэтому боги любили, когда им приносили в жертву определенные благовония, когда фрукты ставились. В Древнем Риме настолько часто оставляли на кухне определенные там подношения богам, что эти продукты начали портиться. И они придумали рисовать просто, начали изображать эти продукты на стенах как подношение, якобы подношение богам. То есть они изображали как вечное подношение, показывали свое почтение богам, что они все время вечно будут и обязаны подносить им за их благоприятные, благосклонные отношения к ним подношения. Сейчас догорит немного. Точно такое же происходит и в храмах. Это, во-первых, очищает пространство, усиливает и питает те духи, которые приходят, чтобы послушать и помочь вам. Ведь богини сами не приходят к нам, они отправляют своих посланников. Итак, я думаю, что все поняли, какой алтарь можно собрать, каким образом можно почитать и приветствовать саму судьбу. И, естественно, прочитать то, что я прочитаю, 7 раз. Я не знаю, насколько у меня хватит времени на камере, но я прочитаю пока 1 раз, а там посмотрим. Фортуна, твой трон золотой возвышается над землей. Ты дарующая благо. Приди, послушай, помоги. Огонь горит, лучезарная богиня зрит, моя душа с ней говорит, просит все блага мира и получает, что просила. Отныне, что скажу, все сбудется по твоему указу и священному приказу, лучезарная, изобильная, добродушная и всесильная. Поверни ко мне свой изобильный рог, наполни добром мой дом и порог. Мои закрома полны добра, мой кошель отныне от денег пусть и рвется. Стол изобильный будет у меня, каждый рубль обратно сотней мне вернется. Да буду я жить в достатке отныне, мой дом полная чаша. Даруй же все блага рукой изобильной, светлоокая Матерь ты наша. Отныне, что скажу, все сбудется по твоему указу и священному приказу. Лучезарная, изобильная, добродушная и всесильная.
Идет караван из востока, груженный богатыми дарами. О, щедрая судьба, доброта твоя да будет с нами. Реки золота и берега алмазные — это моя жизнь отныне и навеки. Да благословит богиню судьбы и воздаст хвалу каждый человек. Отныне, что скажу, все сбудется по твоему указу и священному приказу, лучезарное, изобильное, добродушное и всесильное. Реки золота и берега алмазные — это моя жизнь отныне и навек. Да благословит богиню судьбы и возносит хвалу каждый человек. Лучезарное, изобильное, добродушное и всесильное. Славься в веках, будь благословенна. Что попросила моя душа, то получила. Да будет так, и так будет. Иди сюда, пусть. Это не к нам. Итак, проведите этот ритуал, и вы увидите резкие перемены в финансовом плане, если у вас некий застой случился. Или просто проводите этот ритуал для того, чтобы напомнить богине судьбы, что вы не только просите у нее, но и благодарны за все, что она вам дала, и за то, что она вам помогает. Потому что нельзя вспоминать богов только тогда, когда тебе от них что-то нужно. Иногда нужно просто поклоняться и благодарить. А вот желание поклоняться и это, знаете, внутреннее такая необходимость поклоняться, это у нас в крови, это генетически. Нужно иногда поклоняться, иногда выказывать уважение, благодарность, не только просить. И поверьте мне, что даже если вы не просите, а просто благодарите и просто приносите дары и открываете красивые алтари, вам за это тоже очень многое придет. По крайней мере, если вы станете ее любимицей и если вы с ней наладите связь, и ваша энергия привыкнет к ней, то у вас с деньгами проблем не будет однозначно. Потому что быть любимицей самой судьбы, я думаю, дорогого стоит. Всем удачи и всех благ.